Такая вот дождливая у нас погодка. Сейчас приехала в район Аркадии. По улицам практически никто не ходит, потому что достаточно сильный дождь. Сегодня 5 ноября 2025 года, и всем привет из Одессы. Всем привет из Одессы. Сейчас приехала в такой густонаселенный жилой комплекс по делам, и просто смотрю на эти все квартиры, а знаете, в таких домах нет газа, здесь абсолютно все электричество, и, конечно, становится страшно за людей. Мы уже переживали периоды, когда не было в Одессе света, но в этом году что-то каждый раз заходишь в эти новости и пугают зимой отсутствием электроэнергии, отсутствием тепла. Посмотрим, как оно будет. Ну, конечно, когда смотришь на дома, в которых живут тысячи людей, особенно с маленькими детьми, то, конечно, становится страшно. У нас, знаете, мы часто с вами ездим в старую Одессу, там, где малоэтажные дома, двухэтажные, пятиэтажные. Вот. А когда приезжаешь в такие вот новые жилые комплексы Одессы, то, знаете, как будто попадаешь вообще в другой город. Здесь своя жизнь. Кто-то называет такие дома муравейники, кто-то называет такие дома бетонные джунгли. Кому-то нравится. Это популярный жилой комплекс в Одессе. Здесь очень многие живут и многие арендуют квартиры. Ну и, соответственно, здесь все для людей. Смотрите, какая красота. Лампы в виде маков. Когда солнечно, это все выглядит по-другому, но сейчас погодка подвела, поэтому темновато. Смотрите, если смотреть снизу вверх, то вот такое кольцо здесь получается, космическое. Сейчас вам расскажу, какая история у нас приключилась на днях, и хочется пожелать каждому, посоветовать каждому всегда оставаться человеком. Вот, у кого-то хорошее настроение, с музыкой ездит. Вышла недавно во двор, думаю, пойду посмотрю на машину. Подхожу, а женщина с окна мне говорит: посмотрите внимательно на ваш автомобиль, потому что, возможно, вам его ударили. Я прошлась вокруг, смотрю, действительно поцарапали машину. Просто женщина во дворе разворачивалась, зацепила автомобиль. Ну, благо оказалась нормальным человеком, и конечно, не сразу, но после нескольких попыток она сгладила свою вину, оплатила ремонт автомобиля. Но если бы это не увидела наша соседка, то мы бы даже этого не знали. И вот еще раз повторюсь, в такой ситуации всегда важно оставаться человеком, потому что, все мы иногда совершаем какие-то ошибки, все мы иногда можем сделать какую-то ерунду, и нужно уметь отвечать за свои действия и быть честным и порядочным человеком. Я хочу передать большой привет Валентине. Вообще, в целом, в Одессе в последнее время стало спокойно. Уже не знаю, по какому дереву постучать, чтобы не сглазить. Хочется верить, что так дальше и будет, потому что лето у нас было сложным. У нас были бессонные ночи, бесконечные тревоги и проведение вечеров в бомбоубежище. А сейчас я очень верю в то, что что-то изменится. Всех пугают, всех предупреждают. Даже не то, что пугают, никто не собирается навевать панику какую-то, но просто предупреждают людей, чтобы все были готовы, что в этом году будет сложная для многих украинцев зима. У нас еще в этом году очень рано похолодало. Было жарко-жарко, и вместо того, чтобы постепенно это все переходило в прохладную погоду, то резко стало холодно. И сейчас я обойду тут, что не могу пройти. И очень быстро остыли дома у людей. И вот сегодня уже 5 ноября, отопление еще не везде есть.
только скоро его начнут включать. Но из-за того, что нас бесконечно обстреливают, из-за того, что страдает инфраструктура критическая, то, конечно, могут быть перепады со светом и проблемы с отоплением. Поэтому уже столько в интернете появляется роликов, как можно себя обогревать. Методов обогрева квартиры существует множество, люди чего только не придумают. Но, знаете, некоторые методы, на первый взгляд, кажутся даже смешными. Но когда начинаешь задумываться, к чему мы пришли и как сильно изменилась наша жизнь, то как-то становится не совсем смешно. Люди могут обогреваться в этом году и методом нагревания кирпичей дома. И... Ой! Это орех, я думала, улитка. Забрела на такую крутую лестницу, что заговорилась, и можно упасть. Ой. Сейчас я выйду прям таки в Аркадию. Знаете, нашла один из методов. Люди пишут, что надо дома устанавливать такую мини-палатку, накрывать ее теплыми одеялами и включать в ней лампочку, которую используют для обогрева цыплят. Это, конечно, очень смешно. С одной стороны, может выглядеть как-то, знаете, как будто бред немного, но когда начинаешь задумываться, когда тебе холодно, когда у тебя нет света, то такая лампочка с аккумулятором может быть единственной возможностью хоть немного согреться. В общем, не знаю, что нас ждет дальше. Все, многие мои знакомые действительно переживают за зиму. Кто-то уезжает, кто-то не собирается уезжать. Но посмотрим, как оно будет на самом деле. Честно, мы не унываем. Украинцы за последние годы уже сколько всего пережили, что, не знаю, мне кажется, наши люди настолько сильные, настолько умеющие приспосабливаться и выживать в любой ситуации, что мы все обязательно что-то придумаем и переживем эту зиму, и все у нас будет нормально, и несмотря на то, что нам пытаются создать невыносимые для жизни условия своими обстрелами. Хочется верить, что все будет хорошо. Я сейчас как раз прохожу через Аркадию. Здесь так пусто, совершенно никого нету. Дождик, холодно, никого сюда теперь не тянет. Сегодня, 5 ноября, обещают, что в небе над Украиной появится бобровая луна. Это будет самая мощная суперлуния 2019 года. Я бы с удовольствием хотела на нее посмотреть, но так облачно, прям немного даже туманно, что вряд ли бобровую луну кто-то увидит. Совсем недавно мы с вами здесь видели пальмы, вазоны с цветами, музыка играла, но сейчас все совершенно по-другому. Итака тоже сейчас закрыта. Все, уже все, мы недавно с вами были, террасы работали, но уже ничего не работает. Все, просто все. Вот, посмотрите, какая красота. И хочу сказать, что сегодня на море такая тишина, такая благодать. Вообще никакого ветра нету, только немного шум прибоя. Смотрите, какое небо. Хочется ближе подойти к водичке. Я знаю, многие из наших зрителей никогда не были на море, на Черном море никогда не были, в Одессе никогда не были. Поэтому хочется вам немного передать атмосферы. Посмотрите, ни одного человека. Ни одного. Такой приятный прибой, не сильный шторм. И посмотрите, мы с вами недавно были на фонтане. Видно было много медуз в воде, но их повыбрасывало на берег. Не помню, как эти медузы называются, но они ядовитые и очень больно жалятся. Вы даже не представляете, какая она огромная. Вот моя нога, а вот эта медуза. А у меня, на секундочку, 39 размер. Смотрите, какая огромная. А вот кто-то молодец, спортом занимается, просто красавчик.
Водичка чистейшая. Туристы разъехались. Одесситы тоже немного разъехались. Поэтому море очищается. Мы часто встречаем наших зрителей, и когда мы гуляли на море, мы встретили нашего зрителя Сергея. Но я когда монтировала видео, поскольку я, когда снимаю видео, то кусочками это делаю, чтобы были интереснее кадры, то просто пропустила этот момент. Сергей, вам большой привет, и ваше приветствие, конечно же, будет в этом видео. Дать привет своей дочке Анечке, всем, кто меня знает, одесситам города. И хочется пожелать всем теплоты, ярких, счастливых, радостных дней, согретых любовью, теплом и верой лучше. Спасибо большое. Как вас зовут? Сергей, очень приятно. Это наш зритель Сергей, Ирина. Спасибо, нам очень и очень приятно. Всего доброго, до свидания. Так, кроссовки белые у меня совершенно не для такой погоды. В такую погоду, вот когда холодно, уже уныло становится, начинаешь немного прям депрессовать какие-то, и плюс еще жизненные стрессовые ситуации. И сейчас такое время, что каждый задумывается, как ему дальше жить, что дальше делать. Вот. Но я хочу поблагодарить вас, дорогие зрители, за то, что вы у нас есть, и за то, что вы наша поддержка. Спасибо вам всем за добрые слова и добрые комментарии, которые вы нам пишете. Это бесценно. Видите, просто прелесть. А вот, боже, листья, хризантемы вокруг. Просто прелесть. Магазины красиво украшены. Ой, какой вазон прекрасный. Корзинка с тыковками. Прелесть просто. Какая красота. Посмотрите, какие ягоды. Они просто украшают аллею. Если вы знаете, пишите, как эти кустики называются. Издалека вообще похоже на нашу украинскую калину. Но это точно не она. Просто у меня немножко шок, куда делись из Аркадии люди. Потому что когда последние разы здесь была, то террасы, конечно, все заняты были. Встретила нашего подписчика Владимира. Спасибо, что отозвались. Нам очень и очень приятно. Поверьте, для блогера, когда с ним здороваются его зрители, это просто счастье. Вот так сегодня живет многими любимый город Одесса. Я всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Ну и, конечно, до встречи в следующем видео из Одессы.